Ребят, всех приветствую, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. По вашим просьбам, по вашим заявкам, сегодня мы будем освещать тему финансов. И первое, что мы проанализируем, в каком состоянии находится ваш финансовый канал. Я не буду здесь делать много вариантов, я думаю, 4 более чем достаточно, потому что по сути он у вас либо блокирован, либо открыт, либо просто есть незначительные преграды для того, чтобы каким-то образом ситуацию исправить в лучшую сторону. Поэтому 4 варианта, вы настраиваетесь, вы анализируете и, соответственно, меняете свою жизнь к лучшему. Поэтому поехали. Итак, в каком состоянии сейчас находится денежный канал у тех, кто выбрал первый вариант? Второй, третий и четвертый. Арканы перед вами. Если вам нужно больше времени, чтобы сосредоточиться, то есть вы можете нажать видео на паузу и либо выбрать ту карту, которая, так сказать, на вас смотрит, либо, в принципе, с точки зрения нумерологии задумать один из 4 вариантов и посмотреть ситуацию. Ну а мы с вами начинаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Здесь по десятке чаш могу сказать, что ваш финансовый канал открыт. Я не вижу здесь проблем, которые были бы связаны с родовыми блоками. Почему? Потому что здесь жизнь полная чаша, кубки наполнены. И более того, вам для того, чтобы открыть возможности заработка, нужно либо открывать свое дело, то есть частное предпринимательство, работать с вашими близкими, с вашими родственниками, то есть открывать, по сути, свою структуру. Это вам позволит и зарабатывать больше, и работать более качественно, ну и, как следствие, жить вдоволь, жить всласть. Конечно, многие могут написать, а как же эта карта может указывать на родовые блоки. Вот мы с вами сейчас и проанализируем, если они здесь таковые. Смотрите, по 8 пентаклей нет. Поскольку как вы трудитесь, то и вы и получаете. Здесь и не идет речь о блоках, здесь финансовый канал чистый, открытый, и по сути ваш доход зависит только от ваших усилий, от вашего заработка. Поэтому если вы переживали и сомневались, что у вас по каким-то причинам есть блоки и невозможность зарабатывать больше, пробить свой финансовый потолок, здесь напрямую ситуация зависит от ваших усилий. Мы с вами только единственное сейчас посмотрим, проанализируем, что вам сделать нужно для того, чтобы все-таки его раскачать. Здесь по королеве мечей могу сказать однозначно. Не то чтобы идти по трупам, идти по головам, здесь нужно мыслить нестандартно. Избавиться от старых убеждений, от каких-то предрассудков. И здесь, в большей степени я могла бы сказать, что нужна активная работа, связанная с гипнотерапией, для того, чтобы поменять ваше сознание, ваше мировоззрение. Потому что, как мы видим, глядя на этот аркан, здесь нужно менять ментал. Королева мечей — это всегда у нас мысли, это посыл, это то, как вы анализируете и воспринимаете ситуацию. Как следствие, здесь нужно убирать убеждение, что большие деньги даются тяжело или их нельзя заработать честным путем. Вот когда эти установки вы в себе проработаете, попытаетесь их изменить, тогда у вас здесь ситуация поменяется в лучшую сторону. Но здесь у вас все в порядке. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант по рыцарю жезлов, я не вижу здесь каких-то блоков, я не вижу здесь проблем, потому что по этой карте открыт канал. Это карта энергии, карта действий, тем более в большей степени это ситуация, когда вы находитесь под защитой высших сил. Мы сейчас посмотрим, даже раскроем с вами этот аркан. Вот смотрите, 9 чаш, полнота жизни. Поэтому здесь у вас по сути так же, как и в предыдущем варианте. Вот сколько энергии вы приложили, сколько усилий, действий, вот такой результат вы будете получать. Ваша основная задача, что мешает вам, допустим, зарабатывать в большей степени так, как вы хотите, вам нужно найти дело или призвание по душе. Потому что если вы просто ходите на работу
ради заработка, но при этом не получаете никакого удовольствия, то здесь нужно менять сферу деятельности, менять концепцию. Потому что в вашем случае здесь это реализация через, не могу сказать, что через творчество, но через раскрытие вашего потенциала. Я вот смотрите, открываю аркан, 4 жезлов, то есть вам нужно работать в структуре и создавать такие вещи, которые будут наследием для других поколений. То есть это могут быть и инновации, какие-либо товары, которые действительно вас воодушевляют и вдохновляют. Кстати, иногда по этой карте конкретно это может быть еще работа, деятельность, которая связана с антиквариатом. От вопросов продажи, реставрации и прочих вещей. Я понимаю, что, безусловно, не все из вас могут быть работать с антиквариатом, но 4 жезлов также это ниша недвижимости, поэтому просто для себя подумайте, проанализируйте, на том ли вы месте, потому что проблем с финансовым каналом у вас здесь нет. Для тех, кто у нас выбрал 3-й вариант, а вот здесь у нас ложится аркан башня. Башня, несмотря на ситуацию, что все-таки это как бы стабильность, недвижимость и новые возможности, зачастую это карта крушения, это карта разрушений, это аркан деструктивных программ, которые могут влиять на ситуацию. Поэтому наша задача раскрыть и посмотреть, так ли это. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Да, здесь однозначно 8 мечей, дурак и 5 мечей. Здесь однозначно наведенный деструктив. Более того, вам отсекают возможности. То есть здесь все направлено на то, чтобы, во-первых, все валилось из рук. И особенно если вы зарабатывали руками, ну то есть что-то изготавливали, делали, то у вас отбирают эти возможности. 8 мечей это ограничение. И здесь для того, чтобы вывести канал ваш на новый план, здесь однозначно нужны чистки, потому что просто если вы будете биться головой об стену, прикладывать больше усилий, больше работать, больше погружаться в деятельность или получать дополнительные заработки в виде, знаете, как подработок или там дополнительной работы, вам это ничего не даст. Почему? Потому что при всех ваших усилиях, если вы будете здесь вкалывать, все равно деньги будут утекать сквозь пальцы. То есть будет ряд обстоятельств, когда они у вас просто, знаете, говорю, в трубу. Будут случаться какие-то проблемы. То, допустим, там машину вы разбили, то там где-то что-то дома сломалось. У вас здесь полностью перекрыт финансовый канал. Хорошо, давайте посмотрим, эффективно ли в вашем случае будет чистка. И вот если вы действительно приложите максимум усилий, то король пентаклей, королева чаш и суд – это восстановление в первую очередь для вас возможности заработка. Это похоронить в первую очередь те проблемы, которые у вас были, то есть закопать их, зарыть. Это восстановление эмоционального состояния, видите, жизнь полная чаша. И как следствие, посмотрите, король пентаклей, видите, сидит на костях. То есть здесь наказать не только обидчика, но и вернуть себе то благосостояние, которое у вас было. Возможности заработка, перспективы роста и увеличения ваших доходов. Поэтому здесь только чистится. Каким путем, безусловно, это вы уже решаете сами. Я сейчас просто для вас дополнительно здесь посмотрю. Так, паж мечей, умеренности, 6 пентаклей. Я понимаю, что, безусловно, вы здесь можете у нас применять любые чистки, то есть любого пантеона. Но в целом, если анализировать по умеренности, это все-таки обращение к светлым. То есть это вычетка через молитвы, это могут быть отливки на воск. Но то есть я не вижу, чтобы здесь была работа с темными. Хотя, безусловно, решать вам и, допустим, тому практику, к которому вы будете обращаться за помощью. Так, сейчас, ладно, давайте вот это соберу и посмотрим с вами 4-й вариант. Так, для тех, кто выбрал 4-й вариант, какова у вас здесь ситуация? Здесь ложится аркан Верховная Жрица. Да, и вот как нам понять, он у вас открыт или он у вас здесь заблокирован? Но как бы зная ситуацию и историю этого аркана, могу сказать, что заработок зависит исключительно от вас. Здесь блока нет. И более того, по 4-му варианту, если меня люди смотрят, которые связаны с эзотерикой либо вопросами медицины, то вы нашли свое призвание, и заработок вам идет через призвание. Но он здесь зависит исключительно от того, как вы раскачиваете свои возможности, свои способности. Но сейчас даже с вами проанализируем, что здесь.
Тройка мечей, императрица и смерть. Здесь карты говорят, что у вас были попытки по отношению к вам пробить ваш энергетический канал, но императрица и смерть, здесь в большей степени идет речь о войне магов, потому что, ну, вы отсекаете ситуацию, вы сами можете попить кровь из кого угодно, да, и быть для всех остальных Джеком-потрошителем. Попытки ваш финансовый канал пробить были, но если смотреть по этим арканам, как вы отсекали ситуацию, здесь боролись, они не увенчались успехом. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что при всех возможностях, видите, туз жезлов, рыцарь пентаклей и пятерка жезлов, попытки остановить или блокировать ваш денежный канал. Пятерка жезлов — это карта борьбы. Это отразить нападки, это отразить ситуацию, когда, ну, каким-то образом на вас здесь пытались влиять и остановить возможности вашего заработка. Но, видите, рыцарь мечей — это возвращать обидчику обратно то, что было сделано в отношении вас. У вас могли здесь быть провалы, просесты в плане дохода. Ну, то есть, когда вы зарабатывали, потом раз просело, или вы не получаете денег. Но, если смотреть по арканам, вы делаете все правильно. Даже если вы каким-то образом, по внутреннему наитию, не знаю, там, ходили в церковь, читали молитвы, или кто-то, знаю, может быть, если вы не связаны с эзотерикой, планово, ну, бывает такое, да, ощущаете какое-то недомогание, можете там отлить себя на воск или пойти к практику с целью отливки, то вот эти действия, они пошли вам в плюс, потому что, как показывают арканы, здесь вы активно боролись с этой ситуацией. Ситуацией ограничений, когда, вот видите, вас пытались закрыть или посадить в клетку. Итак, смотрим, удалось ли вам добиться здесь стабильного результата. Пятерка мечей, умеренность и паж мечей. Видите, произошла чистка, и более того, теперь вы стоите на страже возможности своего дохода. Что вам нужно делать далее, чтобы ваш финансовый канал раскачать? Здесь ложится Луна, Король чаш и восьмерка пентаклей. По этим арканам это в первую очередь вопросы защиты и отражения. Ну и как следствие Король чаш, восьмерка пентаклей, заниматься и далее любимым делом. И все у вас здесь будет в порядке. По четвертому варианту, это, повторюсь, это больше связано с вопросами конкуренции по вашей нише. Но никаким образом на вас здесь не влияет, потому что все, что имело место быть в плане блока, вы здесь успешно устранили. Поэтому все здесь в порядке. Единственное, кому стоит задуматься о вопросах чисток, это вот третий вариант. Поэтому если вы видите, что у вас не то, что там месяц, а ну, последнее длительное время там идут провалы по финансам, по заработкам, то поломалось, там, то отвалилось, ухудшилось состояние здоровья. То есть везде возникает ряд проблем, где вам нужно закрыть это финансовым планом, то здесь действительно нужно заняться этими моментами. Поэтому берите себе информацию, вооружение во благо, меняйте свою жизнь к лучшему, вам благополучия, достатка. Я с вами не прощаюсь, до новых встреч.